Hello, my friends. I know that you like when I am traveling because it happens something cringe there. Всем привет! С вами снова я, Марина, и я рада приветствовать вас в своем новом видео. Этот ролик я посвятила очень краткому обзору на Казахстан. Это была моя транзитная страна, но я кое-что успела в ней тоже посмотреть. Что ж, это мое следующее путешествие, и я сейчас нахожусь в Петропавловске, в Казахстане. Я уже давно хотела начать съемку, но обстоятельства сложились так, что все было очень сложно. Здесь всякие бюрократические решения, бумажные волокиты. В общем, тут решаю вопросики всякие. Некогда мне тут видеосъемкой заниматься. Итак, в Казахстан я решила поехать для того, чтобы мне удобнее и дешевле было добираться до Индии. Тогда еще прямых рейсов в Индию из России не было, они появились как раз на тот момент, когда я уже находилась в Казахстане. Но это была не главная цель визита. Я хотела себе сделать карточку казахского банка, чтобы комфортно чувствовать себя в поездках за границей. Я приехала в Казахстан ранним утром и сразу же пошла в обменник, поменяла деньги по неплохому курсу и далее пошла покупать себе сим-карту. Попутно осматривая город, я решила также сделать себе ИИН. Я приехала в Петропавловск на поезде. Сегодня на поезде также я уезжаю в город Алматы. В данный момент нахожусь рядом с мечетью и гуляю по улице Конституции Казахстана. На минуточку, эта улица внесена в книгу рекордов Гиннесса как самая длинная улица в мире. Вот так. Кстати, помните этого инопланетянина в Казахстане? Он до сих пор существует. Представляете, грибы ломают асфальт. Так сильно хотят вырасти. Мы зашли в столовку. Ищем, конечно же, подешевле, потому что бюджет ограничен вот за вот этот завтрак мой. Я заплатила 1050 тенге. В этот раз я путешествую без камеры, без микрофона, какого-либо оборудования, потому что я направляюсь в очень интересное место, где это все мне вряд ли пригодится, и это запрещено. Поэтому руководствуюсь только съемкой со своего нового телефона, который вроде бы должен быть лучше предыдущего, а на предыдущий я в целом снимала все мое прошлое путешествие. На самом деле, когда ехала на поезде, я не сразу поняла, что мы пересекли границу, потому что казахские деревни выглядят точно так же уставшие, заброшенные, уныло, как и российские. Вот. Что касается самого города Петропавловска, он такой тоже не очень современный, я бы сказала, немножко уставший, провинциальный городок с населением где-то, наверное, 1100. Вот такие деньги в Казахстане. 10 тысяч улетают только так. Так, это мои деньги уже другие. Получается, есть даже 500 тенге. Причем деньги все нового образца. 2000, 1000. Еще говорят, есть 5000, но они типа изымаются за оборот, насколько я поняла. Это все мои деньги. Северный Казахстан не сильно отличается от России. Тут есть что-то свое. Есть какие-то названия, да, то есть они дублируются на русском языке и на казахском, бывает еще на английском. В целом, не скажу, что я ощутила какую-то разницу. На самом деле, ожидала, что я приеду в Казахстан и увижу что-то новое, открою для себя. А по ощущениям, вот, по крайней мере, в Петропавловске, мне показалось, что я как будто, наоборот, куда-то в прошлое попала. У меня вот такой рюкзачок. Вот с таким багажом я путешествую в этот раз. То есть это ручная кладь, все полностью должно входить в ручную кладь. Если честно, уже натерла пятку жестко из-за кроссовка. Вот, вся уставшая. Ночевала сегодня в хостеле за
13 500. Такой ужас. Просто я даже ничего там не снимать, не записывать не стала, потому что, ну, там страшно находиться, там очень страшно было ко всему прикасаться. Больше не буду так делать. Что касается переработки вторсырья, я все путешествие просто, скрипя зубами, выбрасываю пластик и пищевые отходы в мусорное ведро. Мне на самом деле очень тяжело это дается. Но ничего не могла сделать в поезде. Вчера я шла в сон и вечером уже увидела, что, оказывается, есть пункт приема вторсырья для переработки. Не смогла в него сходить, потому что ни пути уже никак. Вот, но радует факт, что он все-таки есть. В Северном Казахстане, бродя по Петропавловску, мне показалось, что... Спасибо. Что этнических русских здесь сильно больше, чем казахов. Вот. Поэтому нет такого большого ощущения, что ты находишься в другой стране. Практически все говорят на русском языке. Поэтому если вы хотите поехать в другую страну, узнать другую культуру и боитесь, что не знаете языка другого, то можете смело поехать в Казахстан. Вот, еще я впервые в своей жизни путешествую осенью. Сейчас уже заканчивается сентябрь. Вот тут можете наблюдать, да, травка уже желтеет, листики падают. Вот, немножко в новиночку для меня. Надеюсь, что это продолжится. Смотрите, вот в Петропавловске убирают, чистят улицы от грязи, от песка по обочинам. Чему я могу позавидовать относительно своего города. Ко мне сейчас подошли девушки в национальных казахских костюмах и предложили поучаствовать в их видеоролике для конкурса. Я, конечно, согласилась, потому что мне интересно было. Мне нужно было выбрать цитату писателя великого казахского, возле памятника которого это происходило. И после чего я сказала, что я фотограф, и попросила сфотографировать их все вместе в национальных костюмах на фоне этого памятника. Вот. Когда я сказала, что я фотограф, они предложили мне у них работать. В общем, чуть на работу не устроилась тут. Вот. И они мне скинули это самое видео. Выберите цитату. Прочитайте. Возьмите. Мне нужно... Да, берите и читайте. Любую. Берете, читайте. Худший человек из числа людей — это человек без стремлений. Спасибо. В Петропавловске я пробыла около 3 суток. Пыталась сделать свои дела в первый же день. Мне оформили ИИН вечером, а на следующий день я пыталась верифицировать свой телефон, что оказалось невозможным из-за какого-то нового закона, как мне сказали в СОНе. Но это не точно. Когда я поняла, что больше нет смысла тратить свое время и деньги на жилье в Петропавловске, я купила билет на поезд до Алматы и ехала туда около 1,5 суток. Цены в Казахстане, конечно, сильно поприятнее, чем в России, в моем городе. Здесь, конечно, не шикую. Как вы видите, сейчас в поезд буду покупать бич-еду. Бич-еду. Вот. Единственная проблема в том, что здесь нет никакой посуды. Вот здесь нет никакой посуды. Но полистирольные вот эти я не буду покупать, потому что это очень вредно. Я уже поела с такой. Вот, поэтому я ничего умнее не придумала, как взять пюрешку 5 pp и потом сюда заливать лапшу. Что хочу сказать про казахстанские поезда. Нам попался не самый лучший вариант, и скорее даже очень сильно не лучший. Хотя пассажиры, которые ехали вместе со мной, говорили, что есть и хорошие поезда. Что конкретно мне не понравилось в поезде, в котором я ехала? Ну, во-первых, вагоны выглядели так же, как и
в моем детстве, это в 90-х и в начале 2000-х годов. Там не было кондиционеров, было очень душно, потому что в Казахстане тогда стояла теплая погода. Туалет был просто ужасный, это вот тот самый из моего детства. Поезд постоянно останавливался, стоянки были длительные и туалеты закрывались на каждой стоянке. На мой взгляд, самое некомфортное это, конечно, духота, потому что бы ты ни делал, лежал, сидел, стоял, ты просто постоянно едешь и потеешь. Зато нам попались очень приятные попутчики. Это супружеская пара возраста 50+. Они ехали в гости к своим детям в Алматы. Время от времени мы вели с ними довольно интересные беседы. На одной из остановок продавали дыни. Я обожаю дыни. Очень жаль, что у меня не было возможности их купить. Мы остановились на поезде в Шу. Здесь целый рынок. Продаются дыньки вот связками. Такая сетка с большими дынями стоит 300 тенге. 300 или 3000? 2000. Большая 2000, а маленькая 1500 тенге. То есть это 300 рублей, вот 3 большие дыни, и 200 рублей вот это вот большая связка маленьких дынек. Мы гуляем в Алматы. Заявлено было, что Алматы — это город-миллионник, но пока что по ощущениям, как будто бы вот он не миллионник. Как бы не сказать, что куча людей, столпотворение, пробки, ничего такого я не увидела. Надеюсь, что не увижу. Сейчас идем по вечерней Алмате менять рупии, тенге на рупии. Нашли обменник. Что хочу сказать, вот с большим сожалением, но очень сильно хочу похвастаться, что теперь я вот могу совершать звонки по Телеграму, по WhatsApp, даже видеозвонки, что для вас, сидящих в РФ, является диковинкой в настоящее время. Надеюсь, к тому моменту, когда я вернусь, это уже станет обыденностью. Вернее, вернется, как было. Все, я сделала. Алматы будет. Про Алматы будет не так много информации. Не так много буду рассказывать, потому что я здесь очень мало времени буду находиться. Я обменяла тенге, вернее, рубли в рупии. Вот такая пачка у меня получилась через конвертацию в тенге. И относительно текущего курса получилось даже больше, чем чем должно было получиться. Получилось очень выгодно. Единственное, меня смущает вот это вот количество денег, которое нужно везти с собой в Индию. И потому что максимальная купюра вот это 500 рупий. Конечно, жесть. Просто я там буду толстым кошельком. Так выглядят индийские деньги. 500 рупий, 200, получается, 100 и 50. В Алмате нам повезло намного больше жильем, потому что мы через знакомых, то есть нам нашли хостов по каучсерфингу, типа. И мы заселились двум прекрасным людям. У них очень большая просторная квартира, очень уютно, и ребята очень дружелюбные. Вот, а также у них сейчас гостит девочка из Украины. Тоже очень приятная девушка, мы с ней пообщались. Вот. И в ближайшие дни мы уже собираемся покупать билеты и улетать в Индию. На следующий день у нас был запланирован визит в Билайн, поскольку я все же хотела добиться верификации телефона. Чтобы моя сим-карта работала долго, я могла пользоваться банковскими продуктами казахстанского банка. Мы пришли в офис Билайн в торговом центре. Это была суббота, нам сказали, что это выходной день и работают только 2 оператора, а старшего менеджера нет, у него выходной. И поэтому помочь нам никто не смог. Зато в очереди мы просидели, наверное, минут 40. Мы приехали в Алматы, вот в ближайшие 2 дня будем жить здесь.
очень у хостов. Очень понравились ребята, классные. Вот, у них такая большая квартира. У них даже 2 туалета. И вот комната еще. Вот здесь душ. Вот. Получается, живем, и девочка сейчас с Украины живет здесь. Гостит. Вот так выглядит в Алмате мусорные контейнеры. Я вот сейчас буду делать очень плохую вещь. Я буду пластиковую бутылку выкидывать в общий мусорный бак. Мы сейчас проехались в общественном транспорте по пробкам, час пик, и я была приятно удивлена. Удивлена. Я была приятно удивлена, что, несмотря на то, что автобус был битком, все были очень вежливые, помогали друг другу, мне даже уступили место, потом я решила уступить место бабуле. Вот, очень приятное впечатление себе оставили казахи. Потому что я в своем городе в час пик, если попадаю в автобус, то мне становится очень плохо. Походив и поездив по Казахстану, хорошее впечатление сложилось в целом. Все такие отзывчивые, добрые, спокойные, уравновешенные, вежливые достаточно. Выключила камеру. В целом, ну блин, прыщ ужасный. Прикиньте, мы сейчас просто сидим, я залипаю в рилсы, и все телефоны начинают трещать, и оповещение о том, что в Алматы землетрясение. Но землетрясения по факту не было у нас. Еще про автобусы, что хотела сказать, пока помню. Вот мы в час пик ехали, и я, получается, сначала стояла в толпе, ну, там держишься за поручни, стоишь, вот. Они все чистые и, ну, такие, какие они вот из новья должны быть. И по сравнению с томскими пазиками, которые до такой степени уже грязные, не отмываются, что там вот это вот подпечатки, они уже рельефные, их уже просто берешься за поручень, и он чувствуется, эта грязь. Вот. Я завидую казахам, что у них, с одной стороны, вот такой сервис хороший, но есть нюанс. Короче, пыталась я верифицировать свой телефон, и в связи с какими-то новыми законами это не получилось. И мне обещают, что через месяц моя сим-карта будет заблокирована, потому что я не могу пройти верификацию, потому что я не могу получить электронную подпись, а электронную подпись не могу получить, потому что мой номер не числится в базе мобильных граждан. А в базе мобильных граждан я не могу зарегаться, потому что у меня нет электронной подписи. И получается вот такой замкнутый круг. И все эти дни, которые я нахожусь в Казахстане, я пытаюсь вот решить этот вопрос и звоню в Билайн, вот так вот сижу на телефоне по 10 минут. И в офисе вчера мы сидели, наверное, час целый, потому что там очередь огромная, и всего один сотрудник работает. Вот, короче, в этом плане сервис сильно хромает. Вот, я негодую. Что хочу сказать по поводу Казахстана. Безусловно, это очень классная страна, интересная культура, красивая природа. Вот, например, в Алматы просто выходишь на улицу, и вокруг везде горы, очень красиво. Приятные люди, очень приветливые, добрые, гостеприимные. Сезонные фрукты, овощи, орехи, сухофрукты, все по доступным ценам. Кстати, цены, да, ниже, чем в моем городе, но честно, сервис подхрамывает. Мы предприняли несколько попыток верифицировать телефон, которые закончились неудачей, и купили билет на самолет в Индию. На этом я заканчиваю свой рассказ, и до встречи в следующем видео. Пока! А вот еще мы у хостов, и у них вот такая прекрасная доска есть, где все путешественники со всего мира, которые у них останавливаются, составляют вот такие на память записочки.
Можете посмотреть, здесь есть иврит, китайский язык, немецкий, корейский. Вот моя фоточка, кстати, висит. Вот, очень прикольно.